Июнь 1987 года. Южный Урал. Двое школьников из археологической экспедиции идут через степь и замечают в траве странные круги. Не один, два, один внутри другого. Через 2 дня археологи поднимут самолет и увидят сверху древний город. Внешний круг около 160 метров. Внутри 60 домов, улицы и центральная площадь. Возраст около 4000 лет. Когда в Британии еще достраивали Стоунхендж, этот город уже стоял в южноуральской степи. И есть одна проблема. Через 11 месяцев сюда должна прийти вода. Дамба уже построена. Документы подписаны. Еще немного, и город исчезнет навсегда. Если бы школьники тогда не остановились, мы бы никогда не узнали, что именно здесь появились одни из самых ранних боевых колесниц в истории человечества. Но Аркаим оказался важен не только потому, что его едва не затопили. Очень быстро археологи поняли, это не просто древнее поселение в степи. Мы разберемся, кто построил этот город, почему его жители сами сожгли его перед уходом, как здесь появились одни из самых ранних боевых колесниц в истории, и что генетические исследования последних лет неожиданно показали про связь южно-уральской степи с Ираном и Северной Индией. И еще один важный момент. В истории Аркаима почти нет мистики. Самое странное здесь – реальные факты. Если вам интересны такие истории, оставайтесь до конца. Главного человека в этой истории звали Геннадий Зданович, советский археолог из Челябинска. К лету 1987 ему было 49 лет, и почти всю жизнь он копал поселения бронзового века по южно-уральской степи. Коллеги вспоминали, что Зданович не любил громких теорий. Он любил детали, мог часами смотреть на цвет грунта, на обломок керамики или на едва заметный изгиб рельефа. И теперь перед ним была проблема, с которой археологи почти не сталкиваются. У него на руках оказался древний город, которого еще нет ни в одном учебнике. А через 11 месяцев это место должно уйти под воду. Рядом с ним работал его младший брат Борис Зданович, тоже археолог, спокойный и очень внимательный к раскопкам. Они часто работали почти без слов. И еще в команде был Владимир Мосин, молодой исследователь, который позже станет одним из специалистов по стране городов. Теперь представьте масштаб проблемы. Аркаим оказался не одиночным поселением. Позже археологи обнаружат вокруг еще около 20 похожих объектов. Все они построены примерно в одно время, примерно по одной схеме, и находятся на расстоянии от 10 до 70 километров друг от друга. Целая сеть укрепленных поселений посреди степи. Сегодня археологи называют эту территорию «страной городов». И чем больше исследователи изучали Аркаим, тем сильнее становилось ощущение, что перед ними не просто древняя крепость, а след большой и очень организованной культуры бронзового века. Первое, что важно понять. На земле в Аркаиме не было ничего впечатляющего. Никаких пирамид, никаких колонн, никаких стен, которые видны за километры. Только степь, сухая трава, ровный горизонт. Чтобы увидеть город, нужно было либо знать, что искать, либо подняться высоко над землей. У школьников оказался первый вариант, у археологов – второй. Тут важна одна техническая деталь. Когда 1000 лет назад люди строят деревянные и глиняные конструкции, почва со временем меняется. Органика постепенно делает землю плодороднее. Трава на месте древних стен растет чуть гуще. Если смотреть сверху в правильное время года, древний план начинает проступать как слабый зеленый рисунок. Это работает почти как медицинское сканирование, только вместо тела – степь. В мае-июне 87-го Зданович попросил поднять сельскохозяйственный самолет. Снимок сделали с высоты примерно 300 метров. Когда проявили пленку, археологи сначала подумали, что это ошибка съемки. В степи лежали 2 почти идеальных круга. Внешний кольцевой вал около 160 метров в диаметре, внутренний около 85. Между ними секторная разбивка на жилые отсеки. На уровне земли все это было почти невидимо. Зданович позже скажет, что в тот момент понял 2 вещи. Первое – это не курган и не могильник, а настоящий укрепленный город. И вторая – гораздо более тревожная. Они могут просто не успеть его спасти, потому что вода уже шла в долину. Важно понимать, никто не строил дамбу против истории. Водохранилище было частью обычного хозяйственного проекта. Вода нужна была для полей и системы орошения. Для государства это была стандартная стройка, но теперь на одной стороне оказались министерство, готовая дамба и проект, стоимость которого около 40 миллионов рублей.
а на другой – археологическая экспедиция из Челябинска. Здановичу нужно было сделать почти невозможное – не просто задержать стройку, а отменить уже утвержденное государственное решение. В Советском Союзе конца 80-х это выглядело примерно как попытка остановить поезд за несколько минут до отправления. Он начал действовать сразу в нескольких направлениях. Связался с Институтом археологии, добился поддержки академиков, привел журналистов. Аркаим начал появляться в газетах как сенсация. И именно тогда Зданович начал сравнивать его со Стоунхенджем. Это был не строгий научный термин, но он работал. Стоунхендж знали все. Если страна затапливает собственный Стоунхендж Урала, это уже звучит совсем иначе. Представьте себя на месте чиновника весной 1989 года. У вас на столе готовая дамба, потраченные деньги и план строительства. И рядом письма археологов, статьи в газетах и древний город, который может исчезнуть навсегда. Что вы выберете? В 1989 строительство остановили. Позже проект окончательно закрыли. Дамбу разобрали, а долину Аркаима превратили в заповедник. Но спасти город – это было только начало. Теперь нужно было понять, кто вообще его построил. К началу 2000-х раскопали примерно половину площади. И вот что выяснилось. Аркаим – это укрепленное поселение бронзового века площадью около 20 тысяч квадратных метров. Примерно 3 футбольных поля. 2 кольцевых вала из дерева, глины и грунта. Внешний – толщиной около 4,5 метров и высотой до 5,5. Внутренний – около 3 метров толщиной. Между двумя кольцами около 30 жилищ. Еще примерно 30 во внутреннем круге. Всего около 60 домов. Теперь представьте, как они жили. Каждое жилище – длинное помещение примерно 12 метров в длину и около 5 в ширину. Внутри – печь, мастерская, хозяйственная зона и собственный колодец. Да, колодец прямо внутри дома. Вода стояла достаточно высоко, чтобы ее можно было брать практически из жилища. И вот что особенно важно. Во многих домах нашли металлургические печи. То есть люди выплавляли бронзу буквально рядом с местом, где жили. Представьте, у вас нет электричества, нет стали, нет заводов. Перед вами глина, дерево, меха и руда. Вам нужно разогреть печь до температуры выше 1000 градусов. Как вы вообще контролируете такой процесс? Археологи предполагают, что жители Аркаима использовали систему естественной тяги через соединение печей и колодцев. По сути, примитивную инженерную вентиляцию. Это уже не выглядит как случайная деревня кочевников. Совсем не выглядит. Население города оценивают от 1500 до 2500 человек. Для бронзового века это серьезный городской центр. Но самое важное, жители Аркаима создавали не внутри города, а рядом с ним. В соседнем поселении той же культуры, Синташта, археологи раскопали могильники. И в этих могильниках нашли одни из самых ранних известных боевых колесниц со спицевыми колесами. Давайте остановимся. Боевая колесница – это не просто телега, это сложная инженерная система. Колеса со спицами были намного легче сплошных деревянных дисков, которые использовали раньше. А значит, колесница двигалась быстрее. Представьте, что вы человек бронзового века и впервые видите такую машину в степи. Это примерно как появление боевого самолета среди армий, привыкших воевать пешком. Скорость, маневренность, психологический эффект. В могилах нашли остатки колес, осей, конской упряжи, оружия и жертвенных животных. Возраст находок – около 2000 лет до нашей эры. Через несколько столетий колесницы появятся в Месопотамии, Египте и позже в Китае. Именно такие конструкции изменят войну почти на 1000 лет вперед. Историки и археологи до сих пор спорят о деталях происхождения колесницы. Но Южноуральская степь сегодня считается одним из важнейших центров этой технологической революции. И тут картина Аркаима меняется. Это уже не просто укрепленный город. Это часть большой военной и технологической системы бронзового века. Но есть одна странность. Люди, которые создали все это, спустя примерно 200 лет сами уничтожили собственный город. Вокруг Аркаима быстро выросло огромное количество мифов, особенно в 90-е годы, когда многие искали новую систему веры, и древний город в степи идеально подошел для самых разных теорий. Аркаим называли колыбелью ариев, местом силы, древней обсерватории и даже порталом в другие миры. На территорию заповедника начали приезжать тысячи людей. Что из этого имеет отношение к науке? Немного.
но полностью отмахиваться тоже нельзя. Начнем со слова «арии». Сегодня оно сильно испорчено идеологиями 20 века, но изначально это был лингвистический термин. Так некоторые древние индоиранские народы называли самих себя. И вот здесь начинается важная часть. Современные генетические и археологические исследования действительно связывают население синташтинской культуры с ранними индоиранскими группами. То есть люди Аркаима могут быть частью очень древней линии, связанной с будущими народами Ирана и Северной Индии. Это серьезный научный вывод. А вот идеи про порталы и древние энергии уже нет. Теперь про обсерваторию. Исследователь Константин Быструшкин предположил, что Аркаим мог использоваться для астрономических наблюдений. Он обращал внимание на геометрию комплекса и возможные направления на небесные объекты. Гипотеза вызвала большой интерес. Но большинство археологов считает, что главная функция Аркаима все-таки оборонительная и хозяйственная. Хотя есть важная деталь. Чтобы построить настолько точный круглый комплекс, люди должны были очень хорошо ориентироваться в пространстве и внимательно наблюдать за небом. Это уже само по себе впечатляет. Без мистики, без портала, без попытки превратить бронзовый век в фантастику. Потому что реальность Аркаима и без этого достаточно сильная. Но самое странное археологи обнаружили позже, в слое пожара. Аркаим просуществовал примерно 150-200 лет. И исчез очень странно. При раскопках археологи нашли слой угля толщиной около 15-20 сантиметров. Он покрывал почти весь город. Это значит, что поселение горело целиком. Но самое странное, в городе почти нет ощущения паники. Не видно, что люди бежали. Археологи нашли печи, колодцы, остатки построек и предметы быта, но практически не нашли человеческих останков и следов массовой гибели. Картина выглядит так. Жители спокойно покинули город, забрали самое ценное, а потом сами его подожгли. Зачем? На этот вопрос существует несколько гипотез. Первая – ритуальная. У многих обществ бронзового века существовал обычай символически закрывать поселение через огонь перед уходом. Вторая – климатическая. Около 1700 года до нашей эры климат степей начал меняться. Реки мелели, становилось суше, возникали проблемы с пастбищами. Возможно, люди просто были вынуждены уйти. Но куда? Судя по археологии и генетике, часть населения постепенно двинулась на юг, в сторону Средней Азии, Ирана и Индии. И именно здесь в историю входит древняя ДНК. В 2015 году в журнале Nature вышло большое исследование под руководством генетика Мортона Аллентофта. Ученые проанализировали древние геномы людей бронзового века Евразии, включая материалы, связанные с санташтинской культурой. Результаты оказались очень важными. Население Южноуральской степи бронзового века оказалось генетически связано с более ранними миграциями из Европы. А в 2019 году в журнале Science вышло еще более масштабное исследование группы Вагиша Нарасимхана под руководством генетика Дэвида Райха. Ученые изучили сотни древних геномов из Центральной и Южной Азии. И выяснилось, что генетические линии, связанные с населением синташтинской культуры, позже распространяются далеко на юг, в сторону Индии и Ирана. Если упростить, получается примерно такая картина. Люди, жившие в степях возле Аркаима, могли стать частью огромного миграционного движения, следы которого сегодня сохраняются у множества народов Евразии. Дэвид Райх позже говорил, что подобные исследования серьезно изменили представление ученых о происхождении населения Южной Азии и о миграциях бронзового века. Представьте масштаб. Небольшой круглый город посреди Южноуральской степи, и след, который спустя тысячи лет обнаруживается у людей за тысячи километров от этого места. И все это чуть не ушло под воду в конце 80-х. Давайте соберем все вместе. 4000 лет назад в степи Южного Урала стоял укрепленный город из двух почти идеальных колец. В каждом доме печь, колодец и мастерская. Рядом поселение той же культуры. В соседних могильниках одни из самых ранних известных боевых колесниц со спицевыми колесами. Потом жители ушли. Перед уходом они сожгли свой город. А через 4000 лет советская стройка почти уничтожила это место второй раз, уже водой. И если бы летом 1987 года двое школьников не остановились посреди степи, мы бы, возможно, никогда не узнали, насколько глубоко Южноуральская степь вплетена в историю современных народов Евразии.
А если бы Зданович не оказался достаточно упрям, чтобы спорить с государственной системой? Что вообще исчезает вокруг нас прямо сейчас, только потому, что никто вовремя не посмотрел под ноги? Мы привыкли думать о древности как о чем-то далеком и примитивном, но Аркаим заставляет смотреть иначе. Иногда прошлое оказывается сложнее, организованнее и технологичнее, чем мы ожидали. А история человечества не прямой линией, а цепью забытых вспышек, от которых до нас доходят только обугленные стены и круги в степи. Двое школьников, два круга, один древний город и огромное число людей, которые сегодня живут на разных континентах и могут даже не подозревать, что где-то глубоко в их прошлом есть эта южноуральская степь. Если вы дошли до этого момента, значит вам интересны вещи, о которых официальная история говорит мало. Подпишитесь, чтобы исследовать мир вместе.